Лебедев Владимир Михайлович, охотовед, вся жизнь в охоте, вся жизнь с собаками. Охотой занимался с детства врожденная любовь к природе, охоте и охотничьим собакам. В совершенстве знает ходовую загонную охоту на копытного зверя, много добывал пушного зверя. Всю жизнь охотится, держал и держит охотничьих собак, преимущественно лаек. Знает и хорошо разбирается в линиях западно-сибирской лайки. Уникальный человек в своем роде, вабит лося, манит гуся без манков руками. Многие охотники СНГ за рубежом знают его как одного из самых сильных охотников. Родился 29 ноября 1964 года в Гомельской области Чечерского района, деревня Сипровичи. Много читая книг про зверя, птицу и природу, Виталий Бианки, Мурзук, Одинец, таежными тропами, журналы «Охота и охотничье хозяйство». Мечтал побывать в тайге. После окончания училища по комсомольской путевке попал в Карелию, в край озер, болот и непуганых птиц, где работал в Калевальском районе с финнами на строительстве горнообогатительного комбината. В 1983 году призвался на флот. Полгода в Кронштадте учебки, после службы в Ведяево на атомной подводной лодке. В 1986 году поступил на охотоведа, а затем практика на Ямале и работа охотоведом в Углич Ярославской области. При Союзе проводил товарный отстрел, добывали 290 голов лося и 360 кабана. После развала Союза вернулся в Беларусь, стал главным охотоведом Гомельской области в возрасте 33 лет. Один из инициаторов правил охоты в Республике Беларусь. Ну что за Михалыч? У тебя, думаю, что собаки лают. Ага. Орлик. Орлик, как якутский конь. Ну, Опрос. видал, челку ему ножницы затупил, я смотрел. Ножницы затупил, хотел гриву подрезать, хомяк. Ну, отлично, красавчик. Всем привет. Сегодня в гостях Владимира Михайловича. Будем разговаривать о собаках, о лайках. Давайте поговорим про поиск. Какой должен быть поиск у лайки? Хотелось бы узнать мнение специалиста, охотника с детства, тот, кто учился на охотоведа, тот, кто работал охотоведом, который держал лаек всю свою жизнь. Про поиск. Вот, Владимир Михайлович, что вы скажете, какой должен быть поиск у лайки? Ну, тема поиска, она уже, как говорится, перемусолена, переговорена уже 1000 раз. И даже такие знаменитые заводчики, они говорили, как Рябов, там, Борисенок, там много говорится, и рядовые охотники, это самое, говорили про поиск. Ну, что так многие охотники не понимают, что такое поиск. Вот некоторые говорят, я выпустил своих щенков, моих же щенков, и им по 5-6 месяцев, а у них уже поиск, они убегают на километр и больше. Люди некоторые не понимают, что такое поиск. Поиск — это когда собака ты спустил с поводка, там, как эксперты дают определенное время на подъем зверя, она ушла в поиск, то есть она не бегает на километр, куда это убежала, или на 2, или там больше, или на 500 меньше, а именно она стремится найти зверя. Вот это поиск. То есть ты ее спустила, она через определенное время у тебя подняла зверя и заработала. А когда собака у тебя бегает непонятно, там на километр, на 2. Под ногами, а потом отбежалась на 300-500 метров. Да, на 300-500, на километр, пусть на 2 она убежала. И другие бегут по дороге прямолинейно, по какой-то лесной, уходят. Бегут просто, если они еще даже в паре, они на перегонки друг у друга, смотришь, они уже за 2 там километра. И все думают, говорят, это поиск. Нет, ребята, это не поиск, это просто или собаки гуляют, бегут по дороге, или же просто бродяжничают по лесу. Если ты день проходил по лесу, и собака у тебя бегала
где-то, черт знает, ну, там, и на 500 уходила, и на километр от тебя убегала, но не дала голоса, ничего за это время, но это не поиск, она просто бегает, гуляет по лесу или боится, может, она и находит этого зверя, но она боится его. Как-то рассказывал про таких собак, когда это я был у Бресенка, и Бресенок рассказывал, что хотели они собак, чтобы по медведю были, ходят, вроде бы и следы есть свежие медведя, там и все, а собаки не работают. Так же, как и по кабану есть собаки тоже. Вроде бы следы свежие, ходишь, она не работает. А чего не работает? Потому что она боится этого зверя, ну, не лает на него. Зверь рядом. Я так и наблюдал некоторые собаки, они не лают. Вот. Есть и боятся. А поиск, эта собака пошла, нашла зверя и обозначила. Вот это поиск. Тогда, если она ушла на километр или на два, или сделала круг. Сейчас, раньше-то, что как бы было, ты пошел в лес, собака ушла и пропала на определенное время у тебя. И ты не знаешь, где она ходит, что она там в этом лесу делает, или она зверя работает, или просто бегает. Сейчас, конечно, в наше время, мир технологий, хорошо это все помогает эти, как я, ну, GPS, ошейник. По GPS ошейнику сейчас и датчики лая стоят уже в новых ошейниках. И все мы видим, чем наша собака занимается в лесу. Или она просто бегает по, или работает по зверю. Вот. Что такое поиск? Вот это поиск, когда собака ушла и нашла зверя. Это поиск. А не то, что она что, убежала. Это сам. Слово поиск, это от слова искать, найти вот зверя нужно. А что она бегает по лесу, это не поиск. Это так, бродяжничество просто. Она гуляет, можно сказать. Вышла в лес погулять. Да, ну поиск, его уж можно разделить тоже на несколько видов. Да, можно, да, разделить. Одна собака пошла в поиск на кругах, например, ты встал на квартальную линию, спустил ее с поводка, она пошла вправо, сделала круг, там, к примеру, 500 метров, перешла квартальную, на другую сторону, сделала круг, отметилась, или даже не подходя к тебе, близко к тебе, рядом прошла, услышала и снова пошла на кругах. Другая собака ушла прямолинейно, там куда-то прибежала, ну, может, пока с машины, это выпустив пробежаться, прямолинейно пробежала, где-то ветер дунул, но эта собака уже знает зверя, услышала зверя и ушла. Можно так прямолинейный. А есть поиск, ну, вот на восьмерках, самый, конечно, хороший поиск, это, наверное, это восьмерочный поиск, когда собака обыскивает слева хозяина и право тебя. Ну и говорят, у кому какой поиск. Одним 500 метров, другому нужен километр. И может даже и больше, до двух это поиск. Но это все, я думаю, в зависимости от индивидуальности охоты, на что ты охотишься. Например, если на куницу охотиться, и у тебя GPS нету, ну, то тебе как бы собака с 500-метровым поиском или где-то по околоводным охотиться по береговой линии, там норку, там что-то искать, то это нормально. А то убегит за 2 километра, где-то будет лаять, ну, эту норку. Ну, это пока ходить за ней. Ну, я думаю, для вот пушного 500 метров, она перехватила, конечно, там, кто ночью охотится, там, за куницей ушла, ну, дошла до следа, загнала эту куницу, обозначила ее на дереве, то есть облаяла, пришел, добыл. Вот. Может, и кому-то и нужен и километровый. Ну, на зверя, вот на лося, 500 метров поиск такой, как бы, ну, честно говоря, для лося маловато. Если у тех местах, где его постоянно идет пресс охоты на этого лося, и любой подозрительный шум, ты идешь... Волки. Волки, факт. Да, волки, и охотишься, это самое, на, ну вот на лося. Собака должна, я считаю, быть, ну, минимум, там, это самое малое, это 500,
ну, и километр, и больше у нее должен поиск. У меня, например, в таких лесах, у меня как бы э, леса такие более-менее, ну, обширные и заросшие. И собака лучше, конечно, когда у нее километр и больший поиск. Я, например, знаю угодья, я дал направление собаке, сам пошел этой стороной. Знаю, что там, например, до дороги, до той там километр с чем-то. Собака обыскивает это, пошла на широком быстро поиски и нашла этого лося. И все. Я обычно захожу так, чтобы, зная, если собака ушла туда, например, там зверь, то он оттуда будет через эту дорогу, чтобы мне подстроиться потом под собаку. То, что волка много, зверь нашуганный у нас, и как бы он не стоит под собаками, а старается сразу стартануть. Если собаки вязкие, нужны вязкие собаки, сухие, такие как бы вот, Крепкие. да, паратые, так можно сказать, легкие, быстрые собаки. Да, они идут тогда за лосем, недалеко отстают от него, или, как говорится, на хвосте висят. А то есть такие собаки, смотришь по GPS, они там метров еще 200 до них и больше, а лось уже возле тебя. Понимаешь, и вот подстроиться тоже как бы, ну, надо, чтобы у собак была, конечно, хорошая физуха, то, что лось пошел там по болоту через качкарники, где-то этот, как его, багульник такой, это ему, лосю-то хорошо идти, а собакам уже как бы, а тем более, если нету физухи, собакам тяжело поспевать за лосем, и тем более через воду, если он пошел, собаке нужно плыть, а лось будет идти там, где лось идет, собака плывет. Ну вот, а сколько было случаев, собака лает, подхожу, уже вижу по GPS, там все, на 200 метров подойду, стоят лоси. Я думаю, они уже слышат меня, что я подошел, хотя из-под ветра. Ну, думаю, да еще подойду ближе, поснимаю на камеру. 150 метров, все, лось, хоп, и сразу уходит. Ну вот, слышит, голову поворачивает в твою сторону, уже хотя из-под ветра, ветерок такой, ну не сильно, но это, и старайся не треснуть, не ступать, ну как бы не ступай. Наверное, мы как по железной крыше ходим, для нас слышно, так и для лося это все. Вот. Собака должна быть на лося умеренной злобы, то есть злоба какая, облаивать должна спокойно, на расстоянии, тогда она не пугает зверя, тем более вот лосихи с лосятами, даже такие лосята начинают гонять эту собаку, она таким голосом тяу, 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 и такую собаки, такую не боятся зверь. И к такой подходишь, были случаи такие, подходишь, сучонка тявкает тихонечко на это лосика, лосиху, и она шуганет ее, и кормится, ходит, и лосята ее начинают гонять, эту собачку, и не двигаются так сильно. А когда собаки злобные, они, как есть такие собаки, у меня у знакомых тут, начинают хватки делать по лосю за ноги. Да, конечно, лось стоять не будет, лось начинает давать деру, короче, собака должна быть спокойна, уравновешена. На лося злоба не нужна. Чем собака спокойнее облаивает его, тем будет добычливее. И собака должна быть вязкая. Вязкость – это показатель охоты. Александр Петрович Мороз правильно говорил. Минимум для собаки – это 5 часов, чтобы она работала. Если она не работает и больше, тогда ты всегда добудешь. Можешь с утра пустить, домой поехать пообедать. Сейчас есть GPS, и после обеда приехал, работает, ты подошел, зверь уже к собакам попривык, даже самый такой, который бегает, и она уже набегается, они нагоняют его, и он где-то будет уже привык, не будет кормиться, там шуганет их и будет ходить спокойно, можно подойти и добыть его, этого зверя. Вот как у тебя чекан, вот, мы с тобой как-то охотились, сколько он, 10 часов, и только сняли его в темноту. И сколько раз подходили, снимали этого быка, просто, ну, он нам не нужен был. А так бы мы его уже сколько раз могли. Хороший трофейный бык ходил,
мы могли его добыть, ну, 10 часов. Как собаки тогда, Пылай с Диком тогда в ночь остались, больше суток они проработали лося. Вот с такими собаками, да, если на лося вы охотитесь, то да, связками собаками добудешь. Да, если у вас, конечно, угодья маленькие и у соседа угодья, то вам такие собаки не нужны. Вам собака нужна такая, чтобы гавкнула, 500 метров прогнала, как говорится, загонная и к ногам. Много лося добывали, тогда мы добывали 200 лосей на мясозаготовки и 90 спортивных хозяйств. Вам за это платило государство. Ну, мы сдавали, Мясо. это, как говорили, товарный тогда был отстрел, 200 лосей сдавали на мясозаготовки. Мне по договору хозяйство платило рубль с килограмма.